Меня зовут Лола, но друзья называют меня Лолка в бейсболке. Думаю, вы догадались почему. Да я просто обожаю различные кепочки и бейсболочки, и у меня их целая коллекция. Все кепочки абсолютно разные. Есть с бабочками, ушками, шипами и заклепками. И с каждой из них связана какая-то история. Вот, например, эта кепка спасла мне жизнь. Реально спасла, хотя я не часто ее носила. У нее впереди был толстый слой полалона, ну вы поняли. И мне частенько было жарко. Так вот, было мне тогда лет 6. И одна моя подружка, после этого она мне больше не подружка. Даже имени ее произносить не хочу. Так вот, это недоразумение швырнуло в меня камнем, представляете? Ну ни за что, ни про что, честно. Ну искупала я ее Барби в луже, но она реально просилась поплавать. Я не могла ей отказать, она же Барби. В общем, летит в меня этот камень, летит, попадает в кепку, скачет на ней, как на батуте, и падает на землю. И как результат, у меня на лбу ни единой царапины. Вот так кепка уберегла меня от травмы. Ну а теперь посмотрите на эту чудесную кепочку. У нее еще рожки светятся. Ах, как долго я упрашивала маму, чтобы она мне ее купила. Прелесть. Так вот, дело было в 7 классе. Был у меня один одноклассник Витя. Не, Витек, который частенько бегал за угол школы курить. В этот день в школе был праздник Хэллоуин. И я, такая нарядная, направлялась в школу. На улице уже почти стемнело, но я издалека приметила курящего Витька. А так как я очень люблю всех подкалывать, я просто не могла пройти мимо. Подхожу к нему со спины и такая: закурить не найдется? Витек от испуга сигарету бросил и сиганул через забор, представляете? После этого случая он даже курить бросил. Правда, ненадолго. Сегодня я расскажу вам о моих домашних питомцах. Но сначала не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Огромное спасибо! Поехали! Сколько себя помню, в нашем доме всегда жили какие-то животные. Мои родители считали, что ребенок должен о ком-то заботиться, и никогда не запрещали мне заводить питомцев. Но только было одно правило: не больше одного животного в доме. Исключением были, конечно, рыбки. Как они у меня появились, сейчас расскажу. Была у меня в классе одна приставучая одноклассница. Почему приставучая? Да она постоянно приставала с одним и тем же вопросом. Гуппи, надо? Гуппи, надо? Наверное, они родственники. Ну, может, надо? Нет. Ну, возьми Гуппи. Ай, ладно, давай. Пришлось взять их, чтобы она отстала. Хотя я не очень люблю рыбок. И стали у меня жить эти 3 рыбки в 3-литровой банке. Но как-то очень быстро их стало не 3. Появились маленькие гуппики, гупята. И их становилось все больше и больше. Пришлось купить аквариум. Но самое ужасное было, когда всех этих гуппиков нужно было выловить, чтобы помыть и поменять воду в аквариуме. О нет, это было мучение. И я решила, пора с этим завязывать. Каюсь, были сначала мысли просто смыть их в унитаз, но нет, я же добрая девочка. Я решила рыбок раздать друзьям. Через пару дней я сама превратилась в эту мою приставучую одноклассницу. Гуппи, надо? Гуппи, надо? Но результат был. Через какое-то время у меня не осталось ни одной рыбки. Каких-то раздала одноклассникам, а какие-то всплыли пузом кверху по непонятным мне причинам. А вот кого из питомцев я по-настоящему любила, так это котов. И их у меня в детстве было аж 3. Не все сразу, конечно, а по очереди. Ведь мы помним то самое правило моих родителей: не больше одного животного в доме. Так вот, первого кота звали Дымок. Мы с сестрой притащили его с улицы. Мне почти нечего о нем рассказать, потому что он так и не забыл своего уличного прошлого и совсем скоро от нас сбежал. А вот второй кот заслуживает особого внимания. Звали его Кузя. Этот кот на собственном примере доказал, что у котов реально 9 жизней. Кузя очень любил гулять на балконе и охотиться за птицами.
И не раз, я подчеркну, это было не один раз. Он слетал вниз с балкона, и это с 4-го этажа. И каждый раз он приземлялся на лапы. Вот такой вот был летчик. А вот 3-го кота звали Марсик. Он отличался от остальных котов. Реально был как из другой планеты. Наверное, поэтому мы с ним и подружились. Марсик был чересчур спокойный, как для сиамского кота. Даже поддавался дрессировке. Али-оп! А еще у него частенько был такой взгляд, как будто он сейчас сделает вот так. Лолка, ты что, совсем куку? В общем, умный был кот. Мама даже стала называть его философом. Открою вам секрет. Сейчас у меня тоже живет кот, Мишка. Вредина страшная, но я его люблю. И он ждет от тебя лайк. Знаете, в детстве я была очень активным ребенком. А таких, как я, говорили: да у нее шило в попе. Да-да, точно. Я любила лазить по деревьям, съезжать с самых высоких горок. Все мне хотелось залезть повыше, ближе к облакам. Но и притяжение к земле у меня, наверное, было больше, чем у других. Ведь я частенько падала. Очень часто, вот прям на ровном месте. И поэтому с зеленкой и йодом я была очень близко знакома. Ну прям такие себе лучшие друзья. А еще из-за моих полетов частенько рвалась одежда. И мама пришивала мне на штанишки прикольные заплатки. Сердечки, там цветочки. У кого в детстве были такие же, ставьте лайк. Но кроме обычных царапин и синяков, у меня были травмы и посерьезнее. Переломы. Первым пострадал мой нос. Было это в детском саду. Ситуация вполне обычная. Лобовое столкновение с мальчиком Андрюшкой. Кто из нас превысил скорость и не включил поворотник, уже установить не удастся. И как результат – поход на рентген. Следующая неприятная история произошла уже в 3 классе. Я назвала ее «Бриллиантовая рука». Конечно, брюликов там не было, но я всем так говорила. Поскользнулся, так. Потерял сознание, так. Очнулся, гипс. В какой-то степени так оно и было. Подскользнулась на горке и упала прямо на левую руку. Эх, хорошо, что я правша, и гипс не мешал мне и дальше жить и радоваться жизни. Зато вот когда я сломала ногу, это было ужасно. Нет-нет, не пугайтесь, ничего страшного не произошло, всего лишь трещина. Но ногу мне перебинтовали всю, и я не могла бегать, прыгать и играть. Это было ужасно скучно. И почти целый месяц моей жизни я провела вот так. Ну, иногда еще и так. Тара-та-тара-та-та, тара-та-тара-та-та. Так что лучше вообще не болеть, чего вам и желаю. И если ваши руки сейчас не в гипсе, быстренько жмите на подписку и на колокольчик не забудьте тыкнуть. Всем привет! Признаюсь вам честно, я просто ненавижу 1 сентября. Нет-нет, не потому что каникулы закончились и опять пора за парты. Нет, дело в том, что каждый год 1 сентября со мной случались какие-то неприятности. Хотите узнать, что именно произошло? Тогда не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить все самое интересное. А случилось вот что. Как-то 1 сентября на линейке наш класс поставили на солнце, и у меня случился солнечный удар. Почему именно у меня? Почему не у кого-то из моих одноклассников? Ровно через год на торжественной линейке наш класс стоял уже под деревьями в тени. Но и тут не обошлось без приключений. Я зацепилась своим шикарным, огромным бантом за ветку дерева и почти повисла на ней. Весь класс хихикал надо мной, представляете? А мне как-то было не до смеха. В общем, каждый год в этот день мне тупо не везло. То микрофон отключили, или он сам сломался, не знаю точно, что именно произошло, когда пришла моя очередь рассказывать стишок про школу. То каблук сломала, это уже было в старшей школе, и пришлось мне ковылять домой босиком. А то еще была история, что я до школы в этот день так и не дошла. Пришлось отбиваться букетом от какой-то собаки, которая напала почему-то именно на меня, как будто больше прохожих не было. В общем, не могла же я потом в таком виде идти на праздник. Складывалось впечатление, как будто вся вселенная мне в этот день за что-то мстит.
В 11-м выпускном классе я решила на линейку не идти вообще. Но мама уговорила меня. Тем более у нас выпускников была важная миссия – завести первоклашек в их классы после линейки. До школы мы дошли без приключений. И на линейке вроде все прошло гладко. Я уже начала думать, что мое проклятие исчезло. Осталось только отвести первоклашку в класс и все. Но вдруг возле класса он вцепился в мою руку и начал громко рыдать. Я в шоке. Он плачет, в класс заходить не хочет, а моя рука потихоньку начинает синеть. Не помню, как учителям удалось уговорить его разжать руку и меня отпустить. Они явно обладают какой-то магией или гипнозом, честное слово. Но рука после этого случая болела еще дня 3. Приветики! Лолка на связи. Вот пришла и моя очередь рассказать вам историю моих волос. И поверьте, такого вы ни у кого еще не слышали. Не забудьте тыкнуть на подписку и колокольчик. Сделали? Отлично! Поехали! Многие дети рождаются абсолютно лысыми или с легким пушочком на голове. Я же родилась сразу с шикарными волосами. Мама просто не могла нарадоваться. Принцесса! И когда я немного подросла, одна из маминых подруг посоветовала ей меня подстричь на лысо. Мол, чтобы волосы потом росли гуще. И мама подстригла. А волосы после этого как будто обиделись. Да-да, мы обиделись. И перестали расти вообще, представляете? Поначалу я особо не парилась по этому поводу. А чё? И жарко. Но шло время, и меня все чаще стали называть мальчиком. Мальчик, мальчик, а как тебя зовут? Я же в платье, разве не видно, что я девочка? Меня это очень злило. И мы с мамой начали усиленную терапию по восстановлению моих волос. Покупали разные бальзамы для роста и даже перепробовали народные средства. Мед, яйцо. Бабуля даже мыла мне голову дождевой водой. И знаете, помогло. Волосы стали расти. И уже к школе я могла завязать 2 хвостика или заплести маленькую косичку. Ура! Но после этого у меня появился бзик. Хочу волосы аж до попы. И я стала их отращивать все длиннее и длиннее. Но росли они как-то неравномерно. Там короче, а тут длиннее. И иногда приходилось все-таки ходить в парикмахерскую, чтобы их подстричь. И каждый раз это было примерно так. Обрежьте, пожалуйста, только 1 сантиметр. Нет-нет, полсантиметра. Через 20 минут. Да я на вас в суд подам. Вы не знаете, что такое 1 сантиметр? Дочка, пойдем. Спасибо большое. Да, маме, наверное, надоедало каждое утро меня заплетать. Но прически она мне делала просто улетные. Я больше всего любила эти гульки-дульки, крейзи пальму и вот это не помню, как называется. Какая тебе прическа понравилась больше? Напиши в комментариях, плиз. Привет! Как вы думаете, почему я здесь прячусь? Да, правильно, сегодня я расскажу вам о своих страхах из детства. И скажу вам, воспоминания не очень приятные. Мама рассказывала, что когда я была совсем маленькая, я кричала во сне. Вот просыпалась посреди ночи и начинала трястись и кричать. Почему так происходило, я не знаю. Помню только сон. Как будто я тону в огромном ватном одеяле, которое мама давала мне, чтобы укрываться зимой. И так продолжалось довольно долгое время. Родители водили меня к врачам, разным бабкам-целительницам, но никто не мог мне помочь, пока кто-то не посоветовал маме переставить мою кровать в другой угол комнаты. И знаете, все прошло, я больше не кричала по ночам, но с тех пор я не укрываюсь тем жутким ватным одеялом. И хоть я давно уже и выросла, и вроде как уже и не боюсь, но каждый раз, когда мама дает мне то самое одеяло, я делаю так. Не, мама, мне жарко. Доченька, может тебя все-таки укрыть? Жарко, мама, жарко. А еще я люблю спать, положив одну руку под подушку. И если она свисала вниз с кровати, мне казалось, что какой-то монстр, живущий под кроватью, обязательно схватит меня за руку.
И так и случалось. Только этим монстром был мой кот Марсик. Попугать меня решил, ишь ты. Я рассказывала вам о нем в ролике о моих домашних питомцах. Кто еще не видел, обязательно посмотрите. Вот где-то здесь должна быть ссылочка. Посмотрите и сразу сюда. Ведь я не рассказала еще об одном моем страхе из детства, который появился благодаря моей бурной фантазии. Мои подружки всегда верили, что игрушки ночью оживают и все такое. Меня это особо не пугало. Но я почему-то верила в то, что продукты из холодильника тоже оживают, когда мы спим. И бродят по квартире вокруг нас, может, даже мстят за что-то. А еще эта фраза моей бабушки: «Да ешь этот кусок, а то будет за тобой гоняться». Чё? Серьезно? Бррр. Но знаете, в этом страхе есть и свой плюс. Я не ходила по ночам к холодильнику, и моя талия может сказать спасибо моей бурной фантазии. Так что сейчас я уже ничегошеньки не боюсь. Честно, ну почти. Ну, может, капельку? А как вы думаете, это яблочко не обидится, если я его не доем? Приветик! Как настроение? Отлично! Сегодня поговорим о моей первой работе. Упс! Кажется, кто-то еще не подписался? Быстренько нажимай на подписку и колокольчик и слушай мою историю. Первая моя работа была в 12 лет. Ну да, это не совсем была настоящая работа. Без трудовой книжки и все такое, но все-таки мне хочется о ней рассказать. Каждое лето на каникулах я ездила в деревню к бабуле и дедуле. И была у меня в деревне одна лучшая подружка, Любка. В общем, мы с ней практически не расставались. Играли вместе, гоняли на великах и частенько помогали ее маме на работе. А работала она почтальоном. И нашей с Любкой задачей, почетной миссией, было развозить газеты и письма по адресам. И каждый раз у ворот нас встречали приветливые хозяева и частенько чем-то угощали. Яблоками, сливами, пирожками с яблоками и сливами. В общем, голодными мы никогда не были, просто хлебное место какое-то. Но самыми прибыльными были дни, когда привозили пенсии. Старички так радовались нашему приезду, что всегда давали нам денег на мороженое. А старичков в деревне было много. Улавливаете? Вот это была по-настоящему сладкая жизнь. Ням-ням-ням, вкуснятина. Ням-ням. И на тот момент я считала, что работа почтальоном – это самая лучшая работа в мире. Серьезно. А вот по-настоящему первой моей работой можно считать работу вожатой в детском лагере. Пока я ехала несколько часов в лагерь на автобусе, я представляла себе, как буду отдыхать на море, нежиться на песочке и загорать. Ну и немножко следить за маленькими миленькими детками. Но все пошло не так. Мне дали отряд подростков по 13-14 лет. Чё? Вы ничего не перепутали там? Эти никак не похожи на крошечных ангелочков. И что я буду с ними делать? Первые несколько дней были настоящим адом. Постройтесь, пожалуйста. Ну, пожалуйста. В столовую идти надо. Выходите из воды. Вы слышите? Выходите. Но потом у меня появился план. Я заметила в отряде одного бугая Колю, которого все остальные боялись, и сделала вот так. Я посвящаю тебя в моего суперпомощника. Отныне ты моя правая рука. Ах да, еще я пообещала каждый день отдавать ему свою порцию супа. Он, ясное дело, не наедался порциями в столовой. Попробуй такого прокорми. И оставшиеся 12 дней смены у меня проходили примерно так. Коля, скажи, пожалуйста, пусть детки построятся. Строится, я сказал, или я тихо сказал?
В общем, после этого я больше не решалась приезжать работать вожатой. Не мое, даже силой не затянете. Приветик! Скучали? Я тоже. Как жаль, что я уже выросла, ведь я очень люблю игрушки. До сих пор. Вот не могу спокойно пройти мимо магазинов игрушек. Купила бы всех плюшевых животных. Ну разве они не милахи? Кто тоже любит плюшевых зверюшек, ставьте лайк. А вот когда я была маленькая, знаете, какую игрушку я любила больше всего? Никогда не догадаетесь. Автомат. Он был такой беленький, с разноцветными лампочками. А когда нажимаешь на курок, было Open Fire! Open Fire! Просто улет! Кот шарахался от меня по углам, а родители, наверное, все ждали, когда же в нем сядут батарейки. И вообще, куклы я не очень любила и почти в них не играла. А что интересного? Дочки матери там и все. Другое дело самосвал или бульдозер. Это ж сколько идей для игр. Сначала ты кого-то закапываешь, а потом раскапываешь. Опять закапываешь, а потом опять раскапываешь. И так часа 3. Весело, а чё? Ну, не то чтобы кукол у меня вообще не было. Нет, были. И Барби была, и пупсики всякие. Родители мне дарили, чтобы я больше играла девчачьими игрушками. Но тянуло меня всегда больше к этим. А вот когда мне было 8 лет, я мечтала, чтобы мне купили игрушечную обезьянку. Вот прямо хочу. Но мне почему-то ее не покупали. Что я только не делала. И письмо Деду Морозу писала, и хорошие оценки со школы приносила, и даже вела себя весь год хорошо, представляете? Но почему-то под елкой я находила то зайца, то слона. Слон, кстати, тоже был классный. Так вот, на мой день рождения, на 10 лет, мне наконец-то подарили обезьяну. Ура! Такую прикольную, белую, мохнатую. И когда на пузо нажимаешь, то она кричала у-у-у-у-у-у-у. Я была просто счастлива. Я назвала ее Пусик. С фантазией у меня, конечно. В общем, я так любила эту обезьянку, везде ее таскала и даже спать с собой брала. А потом случилось вот что. В один вечер папа решил пересмотреть старые фильмы и включил фильм «Кинг-Конг жив». Вот чё я тогда уселась с ним смотреть этот фильм, просто не знаю. Кошмар какой-то. А знаете, как я обычно смотрю страшные фильмы? Вот так. Вот вроде как и смотрю, но уже и не так страшно. Но после этого фильма мне казалось, что моя обезьянка ночью превратится в огромного Кинг-Конга. Будет все крушить вокруг, а меня вообще сожрет. Больше я ее с собой спать не брала. Но она всегда и везде со мной путешествовала. И в общаге со мной жила, когда я училась в универе. И потом переехала со мной жить в другой город. Вон, сидит на шкафу, на меня смотрит. Привет, друзья! Вы очень меня просили сделать продолжение о моих зверюшках. А меня долго уговаривать не надо, потому что мне самой не терпится вам рассказать о моих собачках. А если и вам не терпится поскорее услышать мою историю, то ставьте лайк. Долгое время у нас дома жили только коты. Ну, я рассказывала уже. И собак я видела только в деревне у дедушки. У него было 2 собаки – Найда и Мухтар. Найда была очень умная и послушная собака. Четко знала, где свой, а где чужой. Выполняла команды и всегда бегала только по протоптанным дорожкам. Найда, ко мне. Умница. А вот Мухтар наоборот. Это был такой дурик, гонялся за всеми подряд. Частенько застревал где-то и воровал у меня пирожки. Бабуля, дай еще пирожок, пожалуйста. Ты что, так быстро съела? Ага. А когда Мухтар подбегал к Найде, чтобы поиграть, мне казалось, что она сделает так. Фу, бескультурщина. Эх, ну это были собаки в деревне, а я мечтала, чтобы у меня в городе, в моей квартире была собака. И вот
Однажды одноклассница рассказала, что ее знакомая раздает щенков русского спаниеля абсолютно бесплатно. Естественно, они были не чистокровные. Лапы длинные, уши короткие. Но мне тогда было абсолютно все равно. И я тут же побежала уговаривать родителей взять собаку. И родители разрешили. Но папа провел мне целую лекцию, как нужно правильно выбирать щенка. Что-то там про пасть, чтобы не была черной, а то собака будет злая. И про строение черепа собаки. И главное, чтобы не было лишних пальцев на лапах. Ага. Но когда я увидела этих маленьких песиков, я напрочь забыла обо всем, что мне говорил папа. А сколько пальцев должно быть у собаки, а? Неважно. Мы назвали ее Нота. И зря мы ее так назвали, скажу я вам. Она так громко лаяла и так по-разному, иногда так пискляво тявкала, а иногда и рявкнуть могла так, что даже Амстов испугается. А еще она очень прикольно виляла хвостом. Вернее, хвоста у нее не было. И она виляла всей своей попкой. А на попе у нее было черное пятно в виде 8. Я ее очень любила. Хоть она и вредничала, и частенько что-то грызла. Вот прихожу я однажды из художки. Меня не было 3 часа. И вижу, как Нота обгрызает краску с труб в туалете, представляете? А морда ее распухла от аллергии на краску. Я была в шоке. Где моя спаниелька? Это же шарпей какой-то. Слава богу, на следующее утро все прошло. Фух. Нотку я могу назвать своим настоящим другом. И когда у меня была сломана нога, помните? Она всегда была со мной рядом и всячески развлекала меня. А еще она очень громко храпела и частенько куда-то бежала во сне. Наверное, за великами. Уж очень она любила погонять велосипедистов. Привет! Как вам мой новый образ? Шутка! Это был парик. А вы поверили? Меня вполне устраивает мой цвет волос, и менять его я не хочу. По крайней мере, пока. Но так было не всегда. Признаюсь честно, мне никогда не нравился мой натуральный цвет волос. При одном освещении он казался рыжим, а на некоторых фотках вообще зеленым. Хорошо, что я дружу с фотошопом и фоточки могу подправить. А вот в реальной жизни нужно было использовать другие методы. Пс, не забудь нажать сюда и сюда. Спасибо. Я обещала начать историю с того, как я покрасила челку в красный цвет. Так вот, стыдно рассказывать, конечно, но раз обещала, слушайте и смотрите. И лайки не забывайте ставить. Дело было в 8 классе. Тогда уже многие мои одноклассницы красили волосы, а я нет, мне жалко было. И что мне тогда стукнуло в голову покрасить челку, я не знаю, но мне очень хотелось пойти в школу в новом образе. Денег на краску или тоник для волос у меня тогда не было. И я решила обойтись тем, что есть дома. Короче, кроме моей акварельки и маминой суперстойкой красной помады, я больше ничего не нашла. И как вы думаете, чем я решила покрасить челку? Конечно, маминой помадой. Но она же суперстойкая. Да, сейчас мне стыдно. Но тогда мне это казалось крутой идеей, и я думала, что никто не догадается, что это помада. Я пошла в школу. И да, все хихикали надо мной, а учительница отправила меня в туалет смывать все это безобразие. Но помада же суперстойкая. В общем, нормально ее смыть не удалось, и пришлось мне идти домой мыть голову. Мама, когда узнала, что мне захотелось покрасить волосы, предложила сделать мелирование, и мне эта идея понравилась. И уже через день я все-таки пришла в школу в новом образе. Да, и вот так с мелированием я проходила до окончания школы. После школы я поступила в университет на факультет искусств. Да, прежде чем начать рисовать так, я прошла всю школу академического рисунка и живописи. Фух, и на самом деле умею рисовать вот так. Но сейчас не об этом. Вот знаете, в школе я всегда выделялась тем, что хорошо рисовала. Все говорили «талант, талант». А вот когда я начала учиться в универе, там же все были такие же талантливые. Художники, музыканты там.
и каждый старался выделиться как мог. Кто-то носил яркую одежду, кто-то красился в разные цвета радуги. И тут я, такая серая мышь. И я решила, я тоже вам тут не хухры-мухры. Талант надо показать все-таки. И понеслась. Сначала сделала себе рваную челку, потом косую стрижку с ярко-рыжими перьями. Затем вся стала рыжей, мне не понравилось. Перекрасилась в шоколадный. Ровная челка, без челки. И так я меняла и меняла образы все 5 лет учебы. Стоп! Ну, может, хватит? Точно, хватит. И я поняла, что талантлив человек или нет, видно не по его внешнему креативу, а по его работам. И нужно всегда оставаться самим собой. Тем более все эти стрижки требовали больше времени каждое утро на укладку. А я вот поспать люблю. Поэтому сейчас у меня обычные ровные волосы. Проснулась, расчесалась и уже королевна. Приветики! Поднимите руку, то есть палец вверх. Кто любит спорт? Ай, молодцы! Я тоже. Ну вот только не всякий спорт. Например, бегать я вообще не люблю. Особенно никогда не любила сдавать всякие нормативы по физре. Нужно пробежать 2 километра. Что? Сколько? Капец! И каждый раз, когда я бежала, мне казалось, что мои внутренние органы скачут и перемешиваются. Эть, уть, ач, эть, уть. И потом еще долго не могут найти дорогу на свое место. С бегом все понятно, но зато с самого детства я очень люблю командные игры с мячом. Волейбол, баскетбол. А вот мячи меня явно не любят. Все. И мне частенько прилетало. И теннисным, ау, и футбольным, ау, и даже баскетбольным. Мама, помогите! Хотя играть в баскетбол мне нравилось. Вернее, у нас с девчонками была своя игра на желание. Вот, например, загадываешь желание. Хочу, чтобы Сережка с параллельного класса в меня влюбился. И бросаешь мяч. Если попал в кольцо, значит сбудется. А если не попало? Как это не попало? Этот раз не считается. Эть? Это я тоже всего лишь тренировалась. Вот сейчас. Эть? О нет! Сегодня явно не мой день. Прощай, Сережа. Еще я очень любила играть в бадминтон. Почему любила? И сейчас очень люблю. Только почему-то, как только вынесешь бадминтон поиграть, так сразу ветер поднимается и все валанчики уносит. Вот прямо природный закон подлости какой-то. А как только вынесешь змея запускать, так наоборот, шмяк. А вы тоже лепите жвачки на валанчик, чтобы он был тяжелее и не улетал? Тогда ставьте лайк. Еще одним моим спортивным увлечением была стрельба. Да, к оружию меня тянуло с самого детства. Вы же помните, какие у меня были любимые игрушки. Кто еще не смотрел этот ролик, обязательно посмотрите. Так вот, мой дедушка, бывший военный, какое-то время работал в тире, и я частенько после школы бегала к нему на работу. Пуль у меня было, стреляй не хочу. Ну, я и стреляла. Пиу-пиу-пиу. И стреляла. Бах, бах, бах. И стреляла. Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. Ха! Класс. Но родителям почему-то не нравилось такое мое занятие. Может, потому что... Ну ты же девочка. А может, боялись, что пуля отрикошетит в меня, не знаю. Поэтому пришлось мне бросить это занятие. Но с тех пор я не могу спокойно пройти мимо палаток с надписью «Тир». Всегда останавливаюсь и стреляю. Эх, жаль только, что никакого приза не выигрываю. А может, мне еще повезет? Как думаете? А вот еще одна история о том, как меня занесло на фитнес. Нет-нет, не из-за лишнего веса. Хотя тут можно было бы немножко убрать. Но пошла я туда совсем не поэтому. Вот бывало у вас такое: сидишь целый день, сидишь за компом, работаешь, а потом так... А, моя спина! Знакомо? Во-во.
И начала я ходить на тренировки, чтобы спину укрепить. А самым моим любимым упражнением было вот это, на фитболе. Просто улет. Я даже домой себе фитбол купила. И после тяжелого рабочего дня я такая шмяк на мячик. И все у нас прекрасно. Будет только так, на подписку нажми. Все у нас прекрасно. И видос зацени. Туру-ту-ту-ту-ту. Туру-ту-ту-туру-ту-туру-ту-ту. Туру-ту-ту-ту-ту. Туру-туру-ту-ту. Привет, друзья! Эх, люблю я декабрь. Все готовятся к Новому году, украшают витрины магазинов, повсюду звучат новогодние песенки. А в детских садиках проходят утренники. Помню свои утренники. Это было что-то. Со всей группы стихи могли выучить только я, Нютка и Пашка. И поэтому мы отдувались за всех. И пели втроем. И стихи Деду Морозу рассказывали тоже втроем. А вот подарки почему-то получали все. За что? За что им подарки? Все мое, все мое. Всегда так хотелось сделать. Хотя зачем мне 20 одинаковых подарков? Вот что еще было одинаковое на утренниках, так это новогодние костюмы девочек. Все были одеты или снежинками, или снежными королевами, что можно сказать то же самое. И на одном из утренников я тоже была снежинкой. Весь праздник девочки спорили, чей костюм круче, у кого дождик пышнее и ярче блестит. И одной только мне казалось, что нас клонировали. Нет, не одной мне, еще моей маме. И поэтому на следующий Новый год она сама сшила мне костюм. И это был костюм Хлопушки. Почему Хлопушки, я не знаю, но я его очень любила. Хоть колпак был немного великоват и частенько падал мне на глаза. Но особенно я любила отрывать блестки с юбки и делать так. Салют! Салют! Кто это намусорил? Ты? Признавайся. Это не я? Нет. Пиу, 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 пиу. Да, настоящая хлопушка. Вот тут можно и лайк поставить. А вот в старшей группе садика на Новый год мне захотелось быть Мальвиной. Маленькое отступление. Тогда еще не было таких персонажей, как Эльза. И все девочки мечтали быть Мальвинами. Ну, знаете, голубые волосы, бант на полголовы, маленькое платьице, какие-то смешные панталоны. А чё, гламурненько. Но как назло, в день утренника в садике отключили отопление, и в зале было так холодно, что мне казалось, что у меня не только волосы синие, а снежинки так вообще выглядели очень даже реалистично. А затем наш хоровод вокруг елки больше был похож на какой-то марафон. Мы гоняли вокруг нее, чтобы нам хоть немножко согреться. А может, к нам тогда на праздник прилетал настоящий Дед Мороз и всех нас заморозил, а? А вы вот уже написали письмо Деду Морозу? Я хоть и взрослая, но верю, что если записать все свои цели и желания на бумаге, то кто-то там наверху их обязательно прочитает, и они сбудутся. Хочу в новом году 100 тысяч подписчиков. Хо-хо-хо-хо. Вы тоже это слышали? А что это значит? Хо, это хорошо сбудется или закатай губу, деточка? Эх, а вы как думаете? И если вы хотите помочь моей мечте сбыться, нажимайте на кнопочку подписаться. Всех люблю! Каждый Новый год такой. Утро 31-го. Куча дел, ничегошеньки не успеваю. Та-дам! И пусть весь мир подождет. Прошло 3 часа. Пожалуй, еще чашечку. Каждый Новый год такой. Купить продукты. Так, что там по списку? Мандаринчики, витаминчики, сладкое, полусладкое и корочка. Уиу! Пик, 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 пик. Горошек. Я забыла горошек. Ну нет. Каждый Новый год такой. Нарядить елку. Пум
Чик-чик-чик-чик-чик. Шарик здесь и здесь. Гирляндочка и чуток дождика. Чуточку, чуть-чуть. Ну и здесь немного. Пиу-пиу-пиу-пиу. Перебор. Каждый Новый год такой. Приготовить праздничный ужин. Немножко. Нечего переедать и толстеть. И неделю потом доедать прошлогодние салатики. Нет, все. Чик-чик, вжих, вжих, чик-чик, вжих, вжих. Упс. Ну закрывайся ты уже. Каждый Новый год такой. Мой мобильник в Новый год. Пилик. Ха, классная картинка. Пилик. Пилик. Пилик, пилик, пилик. О, это уже 52-я одинаковая картинка. Каждый Новый год такой. Посмотреть салют. Бах, бабах, бах. Салют, салют, где? Бах, бабах, бах. В этот раз точно успею. Точно. Ну где? Нет, опять. Каждый Новый год такой. Посмотреть любимый новогодний фильм. Чё с интернетом? Он лег. Надолго? Ну, ты еще провода на всякий случай проверь, а то я слышал, как кот что-то жевал. Так, иди-ка сюда, наглая морда. Мяу. Каждый Новый год такой. Встретить Новый год. Ура! С Новым годом, дорогие друзья! Желаю вам мандаринового настроения и исполнения всех желаний. А к тем, кто подписался на мой канал, обязательно придет Дед Мороз. Главное верить!